Это видеоканал «Питание, здоровье, домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я рада вас приветствовать на своем канале. Продолжаем изучение системы питания по Певзнеру, и сегодня мы рассматриваем диетический стол номер 13, для каких пациентов он предназначен. Диета номер 13 или стол номер 13 – это лечебная система питания, которая разработана для восстановления организма в период или после перенесенных инфекционных заболеваний. Целью и задачей этой лечебной диеты является уменьшение интоксикации, поддержание сил организма, повышение его сопротивляемости к инфекциям, а также снижение органов пищеварения в условиях лихорадочного состояния, к примеру, повышенной высокой температуры тела и постельного режима. А теперь мы с вами рассмотрим химический состав диеты номер 13. Суточный рацион. Белки 80 грамм в сутки, причем 70% животного происхождения, 40% растительные. Жиры 70 грамм в сутки, 15% растительные, 85% животного происхождения. Углеводы, максимальная суточная норма 350 грамм. Соль, максимальная суточная доза 10 грамм. Увеличивайте эту дозу при обильном потении либо рвоте. Жидкости выпивается более 2 литров. Масса суточного рациона 2,5-3 килограмма. Суточная норма диеты номер 13 по колоражу – это максимально 2300 килокалорий. Режим питания 5-6 раз в день. А теперь мы с вами рассмотрим показания к применению диеты номер 13 в комплексе с медикаментозным лечением. Кому такая диета назначается, при каких заболеваниях. Данная диета назначается при таких заболеваниях, как острый тонзиллит, фарингит, ларингит, трахеит. Также 13-я диета назначается при остром бронхите, пневмонии, либо воспалении легких и при других гнойных заболеваниях гортани, трахеи и легких. Совершенно недавно 13-я диета стала назначаться врачами при таком заболевании, как коронавирус COVID-19. 13-я диета назначается при любых инфекционных заболеваниях в острой форме, которые сопровождаются слабостью, головной болью и повышенной температурой тела. Ну а теперь, мои дорогие зрители, мы более подробно рассмотрим продукты питания при 13-й диете. Какие продукты можно, а какие нельзя. Для начала рассмотрим, что разрешается при этой диете. Что касается супов, это разрешаются в этой диете обезжиренные некрепкие мясные рыбные бульоны, жидкие супчики с кнелями либо фрикадельками, с вареным яичком либо яичными хлопьями. Рекомендуется применить в диете слизистые отвары из крупы на мясном или овощном отваре, к примеру, с разваренной овсяной, манной, рисовой крупой или вермишелью. А также рекомендуется включить в рацион при 13-й диете суп-пюре с разрешенными овощами. Теперь мы с вами рассмотрим крупы и макаронные изделия, какие можно. При острых инфекционных заболеваниях разрешена отварная вермишель, разваренные полужидкие протертые каши с добавлением молока или бульона, паровые пудинги или суфле из риса, манной, молотой гречневой крупы, либо геркулеса. Какая зелень и какие овощи разрешены при диете номер 13? Давайте также подробно рассмотрим. При диете номер 13 разрешены картофель, свекла, морковь, кабачки, тыква, цветная капуста в виде суфле, пюре или паровых пудингов. Также разрешены спелые томаты. Все эти овощи вам необходимо либо отваривать, либо готовить на пару, а также готовить блюда в виде запеканок, суфле и пудингов. Теперь мы с вами рассмотрим категорию продуктов, таких как мясо, рыба и яйцо. При 13-й диете при инфекционных заболеваниях разрешаются нежирные сорта мяса и рыбы. Перед приготовлением мясо зачищают от жира, фасций, сухожилий и кожи. Мясо и рыбу вы можете отварить, либо приготовить на пару куском, также подавать в мелкорубленном виде, в виде котлет, суфле и пюре. А вот что касается яиц, их готовить можно в смятку, либо готовить паровые или белковые омлеты. Что касается молочных продуктов, то при 13-й диете разрешены кефир и другие кисломолочные напитки, свежий творог и блюда из него, сметана 10-20% жирности, тертый сыр. Молоко и сливки следует добавлять только в блюдо.
А вот что касается свежих ягод и фруктов, то в диету необходимо включить очень спелые фрукты и ягоды, сладкие и кисло-сладкие в сыром виде, но чаще необходимо употреблять протертые. Также необходимо включить в рацион печеные яблоки и пюре из сухофруктов. А теперь рассмотрим разрешенные сладости и вкусняшки при диете номер 13. При инфекционных заболеваниях разрешены сахар, мед, джем, варенье, мармелад, муссы, меренги, желе, молочный кисель. А вот что касается мучных изделий, то разрешены пшеничный хлеб из муки высшего либо первого сорта, подсушенный или сухари, несдобное сухое печенье или бисквит. Что касается жиров при 13-й диете, то разрешается сливочное масло в натуральном виде на бутерброды и также добавлять в блюдо. Растительное масло разрешено не более 10 грамм добавлять при приготовлении блюд. А теперь о напитках. Разрешены при 13-й диете некрепкий чай и кофе с молоком, чай с лимоном, разбавленные соки фруктов, ягод и овощей. Также разрешен отвар шиповника и отвар из пшеничных отрубей. Разрешены любые морсы, кисели и протертые компоты. Теперь поговорим, что нельзя есть при диете номер 13. Это жирные бульоны, щи и борщи. Также при инфекционных заболеваниях запрещены такие каши, как пшенная, перловая, кукурузная, ячневая, запрещены все бобовые, а также запрещены макароны с любым соусом либо подливой. Из овощей запрещена белокочанная капуста, редис, редька, чеснок, лук, огурцы, брюква. Также под запретом любые виды грибов. При 13-й диете запрещены любые жирные сорта мяса и рыбы, запрещены колбаса и колбасные изделия, консервы, любые копчености и соления. При 13-й диете запрещены плоды с грубой кожицей, которые особо богаты клетчаткой. При острых инфекционных заболеваниях запрещены в чистом виде цельное молоко, сливки, жирная сметана, острый и жирный сыр. Также под запретом шоколад, пирожные и всевозможные тортики. Свежий хлеб и сдобы запрещены только в том случае, если эти изделия свежие, мягкие. Под запретом из напитков крепкий кофе, какао, чай, а также любые газированные напитки. Это был видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами, как всегда, была Юнова Наталья. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новости про здоровье, а также новые диетические рецепты. Всем пока-пока!